В этом ролике поговорим о превращении денег в капитал и раскроем природу этого важного экономического явления. Понимание сути капитала открывает путь к объяснению многих, скрытых от наших глаз, внутренних механизмов капиталистической системы. Итак, как пишет Карл Маркс, историческими предпосылками возникновения капитала являются товарное производство и развитое товарное обращение – торговля. Непосредственной формой товарного обращения является формула «товар, деньги, товар». То есть товаропроизводитель продает ненужный ему товар, чтобы купить нужный. По сути, деньги здесь выступают посредником в обмене одной потребительной стоимости на другую. Дело кардинально меняется, когда деньги выступают в качестве капитала. Деньги, товар, деньги, штрих. Здесь круговорот начинается и заканчивается деньгами. То есть здесь основная цель – покупка ради продажи. Где D' показывает некоторое приращение к первоначально авансированным деньгам. Это приращение Маркс называет прибавочной стоимостью. Именно эта формула показывает основную цель движения капитала – его самовозрастание. Откуда же происходит этот прирост? На первый взгляд может показаться, что этот прирост возникает из товарного обращения, само собой. Но это в корне неверно. Если обмениваются товары или деньги равной стоимости, то из таких сделок никто не сможет извлекать большей стоимости, чем воплощено в этих товарах. Можно представить, что один товаропроизводитель будет обманывать других участников рынка, но тогда многие должны терпеть убытки и разориться. Однако история показывает, что прирост капитала происходит у всего класса капиталистов. Следовательно, капиталисты должны найти такой товар, потребительная стоимость которого могла бы быть источником новой стоимости. Такой товар существует и называется рабочая сила, под которой понимается способность человека к труду. Именно превращение рабочей силы в товар и эксплуатация чужого труда характеризует капиталистическое товарное производство. В отличие от простого товарного производства, основанного на личном труде товаропроизводителя, это существенный момент в понимании природы капитализма. Например, раб принадлежал рабовладельцу и не мог продавать своей рабочей силы. Также крепостной крестьянин, находившийся в личной зависимости от феодала или помещика, не мог продавать своей рабочей силы. Человек должен быть свободным, то есть лишенным личной зависимости. Это обязательное условие, но не недостаточное. Человек должен быть еще лишен всяких средств производства, иначе он может существовать за счет, например, своего хозяйства. Таким образом, появление на рынке рабочей силы привносит качественно новые отношения в обществе. Появление класса капиталистов, собственников средств производства, и лишенных средств производства, но наделенных способностью к труду наемных работников. Как и любой другой товар, рабочая сила обладает потребительной стоимостью и стоимостью. Но так как данный товар представлен человеческой личностью, то потребительная стоимость и стоимость будут существенно отличаться от подобных сторон обычного товара. Итак, рабочая сила продается по некоторой цене, в основе которой лежит стоимость рабочей силы, сводящейся к стоимости жизненных средств, необходимых для его воспроизводства. В первую очередь речь идет о пище, одежде, жилье, то есть расходах, связанных с восстановлением рабочей силы. Сюда также следует включить расходы на обучение, получение квалификации и, конечно, на воспроизводство своей семьи. Ведь в будущем кто-то должен заменить рабочего станка. Также стоимость рабочей силы зависит от производительности общественного труда. С ростом последней стоимость рабочей силы понижается, как и стоимость других товаров. С другой стороны, у рабочей силы возрастает объем общественно нормальных потребностей, что вызывает рост ее стоимости. Таковыми потребностями могут выступать расходы на удовлетворение культурных потребностей, походы в театр, в кино, на выставки и так далее. Итак, капиталист покупает рабочую силу по ее стоимости, с тем, чтобы рабочий создал стоимости больше, включающей прибавочную стоимость. Для лучшего усвоения этой мысли посмотрим на следующую схему. Например, у рабочего установлен 8-часовой рабочий день, в течение которого он создает новую стоимость. Предположим, стоимость дневной рабочей силы составляет 4 часа. Тогда разница между вновь созданной стоимостью и стоимостью рабочей силы, составляющей 4 часа, есть прибавочная стоимость. Само рабочее время можно разделить на необходимое рабочее время, в течение которого рабочий воспроизводит стоимость своей рабочей силы, и прибавочное рабочее время, в течение которого рабочий производит прибавочную стоимость. Непосредственной целью капиталистического производства является производство прибавочной стоимости и ее безвозмездное присвоение капиталистами. Именно в этом присвоении выражается основная социально-экономическая сущность капитала.
и основное экономическое содержание между двумя классами – капиталистами и наемными рабочими. Даже при полностью эквивалентном обмене, то есть купле рабочей силы капиталистами по ее стоимости, конечный результат таких отношений является неэквивалентным, так как рабочие производят стоимости больше, чем смогли получить за продажу своей рабочей силы. В реальной практике капиталисты часто выплачивают заработную плату ниже, чем стоимость рабочей силы. В таком случае рабочая сила не способна нормально воспроизводиться. То есть капиталисты часто не ограничиваются присвоением прибавочной стоимости, а посягают на жизненно необходимые средства рабочих. Именно поэтому наемные рабочие, особенно в периферийных странах, вынуждены помимо основной работы заниматься работой на приусадебных участках, собирать дары природы, ведь нужно как-то воспроизвести свою способность к труду. Вообще история капитализма есть история борьбы между трудящимися и капиталистами за пропорции между прибавочной стоимостью и заработной платой. Организованное рабочее движение, сильные профсоюзы позволяют иногда удерживать заработную плату соответствующей стоимости рабочей силы. Следует также отметить, что прибавочная стоимость выступает источником не только промышленной прибыли, но и других доходов в экономике. Например, прибыли торгового капитала, возникающего в виде скидки со стороны промышленного капиталиста, финансового капитала, выраженного в процентах за потребляемый капитал, доходов земельных собственников, выраженных в виде рентных платежей, и других капиталистов, не участвующих непосредственно в эксплуатации рабочих, а также коррупционеров, рэкетиров, бандитов и так далее. Главное, что прибавочная стоимость создается в процессе потребления рабочей силы, то есть производства прибавочной стоимости, а далее она только распределяется между капиталистами по их силам капитала, иногда в очень завуалированной форме, например, в виде финансовых атак на целые экономики. По мнению Набиуллиной компании, на все воля рынка. Если перевести на русский язык, российский рубль, а также наш валютный рынок и наши с вами кошельки отданы на откуп спекулянтам, которые делают деньги из воздуха на московской бирже. Валютные границы России открыты. Заходи, скальпируй рынок и беги, и беги, и беги. В заключение следует сказать, что капитал на поверхности выступает как самовозрастающая стоимость, а в его сущности скрывается общественное отношение по присвоению неоплаченного труда рабочих. Именно в этом тайна капитала. Именно поэтому вход для обывателей сюда закрыт и затушеван красивыми идеологическими вывесками.